Привет! С вами снова Иван и Юлия. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, как Юля ездила во Владивосток. Она будет показывать фотографии, рассказывать, а я буду задавать вопросы. Во Владивостоке я хотела давно побывать. Слышала об этом городе как о прекрасном и необычном, но все как-то не складывалось. И тут вдруг меня направляют туда в командировку. Первое впечатление – это то, что современный очень аэропорт. Я думала, что там может быть что-то попроще, честно говоря. Но он очень даже хорошо... Выглядит круто. Да, организовано здесь все очень удобно. Фотографий не так много, в большей степени это я там работала все это время, и это был вид из окна офиса, в котором я работала. Классно, какой вид. Это уже утро, да? Ну да, это день, и знаешь, 8 числа я там была, ноября, и в этот день как раз была воздушная тревога, репетиция. Ничего себе. Да, звучало так себе, но местных жителей предупредили, а так как я была приезжей, я была не предупреждена и не знала, что это. Вот такой вид, это если чуть-чуть подальше камеру. Ага. Это вид из окна офиса? Да, вид из окна офиса. Угу. Очень красиво. И вот море. Город уникален тем, что он стоит, конечно, на берегу моря. Удивительно просто. Да, классный красоты. вид. И дома, они, обрати внимание, они разные высоты, и они разные. Есть серые дома обычные, такие совковские, есть более современные. Да, много цветов и мост, и вот военный корабль видно. Да, и военных кораблей много. Но это я уже после работы пошла, обратила внимание, так, типа, хочу в шаурму, голодная была. Есть такая улица пешеходная, сделана в Приморье. Там красиво. Много, да, огоньки, люди гуляют. Прям как у нас на Никольской где-нибудь. Да, похоже, кстати, Москве. на Никольскую. Видишь, как много... Огоньков. Да, огоньков и людей, которые гуляют. Это я зашла в ресторан «Ракушка». Здесь свежие морепродукты, вот они плавают, их потом оттуда забирают. И ракушки, всякие моллюски, там гребешки. Да. В целом понравился ресторан, но так, средний. Понятно. Да, по вкусу. Я ожидала большего, потому что, хваленый приморский город, где прекрасная рыба, морепродукты, вот их там приготовили достаточно так... Средненько. Я не знаю, как это, пережарили, что ли, было много масла. Это Понятно. вот то, что я не люблю. Это просто шла по улице мимо. К сожалению, я не очень исторически знаю город. Красиво. Друзья, если кто из Владивостока, напишите, что это за сооружение, может быть, что там вообще интересного стоит посмотреть, если поедем. Я, например, не был, я собираюсь, хотелось бы. Мост, прекрасный мост, про этот мост есть информация, довольно-таки интересная. Еще когда Хрущев был, в 1959 году он сказал, что Владивосток мы сделаем таким городом, чтобы он был еще лучше, чем Сан-Франциско. Ничего себе. Да, и, соответственно, мост, это такой вот вариант моста, который без опор, он, да, на самой воде, типа в Сан-Франциско. И вот только построили в 2012 году. Там типа вот мост «Золотые ворота» называется. Золотой мост. Золотой мост. Да, не могли придумать название, очень долго думали, но вот. Понятно. Такая история у этого моста. Это еще со времен Хрущева идея была, которая реализовалась только в 2012 году. Угу. Самокаты везде. Вообще город такой, он на сопках стоит, и ты все время ходишь то вверх, то вниз. Вот когда мы с тобой были в Крыму, в Гурзуфе, там тоже мы поднимались все время, тренировали ноги. Но там у нас были горы, здесь сопки. Ага. Нужно иметь спортивную подготовку. Или самокат. Да. Но я здесь сделала попытку снять, что улочка идет вверх, что прямых улиц вообще нет, чтобы равнина была. Как-то не очень кадр получился. Видно, что наверх ходит. Хотя даже, знаешь, можно посмотреть по домам. Ты посмотри, как фундамент. Где тротуар слева. Да. Вот какой скос. У нас вот в Москве тоже такие холмы есть, но, конечно, что-то не такого уклона, я бы сказал. Мало, конечно. В Москве старинные здания, мне нравится вот такая архитектура, обращаю на нее внимание, когда прохожу. Класс. Смотри, почтамт, твердый знак в конце. Да. На старинный манер. Просто вечером шла, автобус фотографировала.
Там очень много леворуких машин, что обратила внимание. Даже Праворуких. Ой, праворуких, да, Да. все верно. Даже, ну, это вот я полицейские, которые работают вечером, сфотографировала. Полицейские машины праворукие тоже? Тоже, да, Ничего праворукие, себе. да. И скорая помощь праворукая. В общем, очень много. А вообще там очень много пробок. Город практически стоит весь. Проехать сложно. И здесь даже не в час пик, а в принципе днем, я не знаю, начиная, наверное, с 10 до вечера, когда рабочие дни. Ой, рабочее время идет. Это я зашла в магазин, увидела. Там много корейских, японских магазинов. Например, алоэ в Москве я не видела. Есть алоэ? Алоэ пил Я когда-нибудь? не уверен, да, что. Ну, мне кажется, что что-то такое я видел, но не помню где. Он так вот, я попробовала, но я не смогла допить эту бутылочку. City Drink. Не очень понравилось. Не рыдай. Это Не буду. общественная, да, столовая. Я так на нее заглянула, но не зашла. Прикольно Вот так такая, оформлено. да, старый, ну, с 23-го года историческая уже столовая. Вот во многих российских городах главная улица считается как или Ленина, или... Ну, Ленина в основном главная считается в региональных городах. Но вот во Владивостоке это Светлановская улица. Светланская. Светланская, Ага. Светланская. Дом Мгм. 10. Да-да-да, то Я есть бы сказал, что это как будто какой-то театр. центральная улица, это Светланская. Это отель, в котором я жила. Ну и Он- как отель? Отель средний. В номерах в некоторых курили, и поэтому запах был не очень. Так как я очень к этому щепетильна, и чистота Да, мне я нужна. тоже. Я не люблю, когда курят В в этом номерах. плане они не следят. Но они стараются сервис поддерживать. На ресепшн из кожи вон лезли сотрудники, которые старались угодить тебе как клиенту. Это вид из моего окна в отеле, как я... Класс Да, какой. да, просто потрясающе. А там вот какой-то остров, да? Да, Был. какой-то был. Возможно, русский. Там есть русский остров. Это меня свозили на экскурсию к маяку. Этому маяку 100 лет. Не знаю, правда или нет, но говорят, что там с 57 года один и тот же смотритель. Ага. Работает уже дедушка старенький, он там часто ночует, живет. Вот эта дверь прямо, она закрывается, туда никто не входит, он, видимо, там ночует. Ну, Красота. и вот эта коса, и называют ее кошачий хвост, по-моему, она, когда приливы, а приливы они и отливы каждый день, она закрывается полностью морем. Мгм. И ты не можешь просто так пройти. То есть это ты в отлив туда ходила? Да, получается, я в отлив туда попала. Понятно. И всегда здесь ветра, вот, очень красивые виды. Это я со стороны маяка Ага. город снимала. Видишь, вот сопки. Ага. Мгм. Эту лодку выбросила просто, как из открытого моря, прибила ее еще год назад, ее никуда не девают. Говорят, что это лодка с Северной Кореи. Ага. Она или отбилась от берегов, но местные жители хотят думать о том, что это не в какой-то там шторм, где-то рыбаки попали и все живы-здоровы, что это просто отбилась откуда-то от причала лодка. Ну, она очень красная, яркая, почему-то. Да, художественные ценности. Да, Получается чтобы практически как художественная ценность. ходили, да. чтобы фотографировались и картины писали. Ну, красиво, скажи. Отлично вообще выглядит. Это ехали мы по мосту, вот по тому прекрасному, который только что смотрели навесной, или как Ага. его там назвать. Вот я сняла просто военный корабль, которых там много. Да, класс. Защита нашей Родины. Да. Вот, Вот это он, этот мост, да, днем с другого ракурса. Это фотография на русском острове. Ага. Красиво, красивые виды. Вокзал железнодорожный отличается уникальностью. Это вокзал-музей. Там можно внутри находиться и изучать картины, смотреть, потому что это уникально, просто Ну, историческое. вокзал действующий? Он действующий вокзал, да, А. но он именно как считается уникальным. Одновременно музей. Одновременно и музей. Да. Понятно. Мгм. Искала, где бы все-таки покушать прекрасную вкусную рыбу. Рекомендовали, значит, очень дорогой, напомни мне ресторан, я, по-моему, тебе называла, Дель Маре. Дель Маре? Дель Маре. А потом я вспомнила, что говорили, что еще вкуснее рыба, но в менее помпезном ресторане, это 5 океанов. Мгм. Вот я в нем оказалась, это вот, или Пятый океан. Пятый океан, наверное. Пятый океан.
вот Пришла в этот ресторан, а тут никого нет. да, я тут была одна какое-то время, потом подошли еще гости. Была превосходная кухня. О, я вижу краба. Просто потрясающе, да. Краб. Да. И там их 2. Так что рекомендую. Этот ресторан, это я уже шла из ресторана, смотрела на разные тут Красиво так вечером. здания, да. Набережная очень красивая. Вот. Кинотеатр «Океан». Угу, можно. Но это уже на следующий день улетало. Еще я хотела сказать, что там есть школы для моржей. И вот они мне там попадались по пути, когда все в куртках идут, и тут люди в купальниках. Ага. Переходили мне дорогу. Удивительно просто, как они купаются. Сфоткать не успели их. Не успели. Просто так поверьте на слово. Ну, я помню, что я просил тебя привезти мне крабов и что-нибудь. Да, вот продуктов. я тебе, пожалуйста, ботанов. Практически размер ладонь и целая чашка. Много всего. Огромные Ой, вот эти ужас креветки. какой. Какие они страшные. Почему страшно? Зато они очень вкусные. Да. Ну, в общем, ты классно съездила. Спасибо большое за рассказ. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилась история. Если вы из Владивостока, поправьте нас, если что-то мы неправильно сказали, или, может быть, вы что-то можете дополнить. Спасибо большое, что смотрели. Пока-пока. Пока-пока. Всего доброго.